В одном небольшом городе жил миллионер по имени Александр. Он был успешным бизнесменом, обладавшим всеми признаками богатства: роскошными автомобилями, огромными домами и престижными акциями в крупных компаниях. Его жизнь была строго организована, каждый день был расписан по минутам. Все его усилия были направлены на зарабатывание еще большего капитала, и в какой-то момент он понял, что, несмотря на все свое богатство, ему не хватает ощущения настоящего смысла в жизни. Однажды, поддавшись внезапному порыву, Александр решил изменить свою жизнь. Он захотел испытать, каково это быть обычным человеком, а не богатым и успешным предпринимателем. Для этого он переоделся в старую изношенную одежду, тщательно скрыв свои дорогие вещи и аксессуары. Он вышел на улицы города, надеясь, что это даст ему возможность взглянуть на мир с другой стороны. Проходя по улицам, он ощутил себя чужим. Люди, не замечая его, проходили мимо, а те, кто замечал, с любопытством и отвращением оглядывались на его бедное одеяние. Множество людей избегали его взгляда, словно он был невидим, и Александр начал понимать, каково это быть незначительным в этом мире. Чувство одиночества и беспомощности охватило его. Но однажды в парке его внимание привлек мальчик. Его звали Томас, и он был бедным сиротой, который жил в старом доме на окраине города. Томас был среди тех людей, которые, несмотря на свою бедность, не утратили доброты и человечности. Он заметил Александра, сидящего на скамейке, и не прошел мимо. Мальчик подошел к нему и предложил помощь, хотя сам едва сводил концы с концами. Он не видел в нем ни пустого старика, ни человека, которого можно игнорировать, он видел просто того, кто нуждается в помощи. Александр был потрясен такой добротой. Он не ожидал, что бедный ребенок предложит ему что-то, когда сам едва ли мог позволить себе нормальное питание. Этот жест был для него неожиданным и тронул его до глубины души. После этого дня полное переосмысленное понимание того, что на самом деле важно, стало основой для перемен в жизни Александра. Он больше не ощущал своего богатства как что-то важное. Мальчик, с которым он случайно встретился, научил его ценить не материальные блага, а искреннюю доброту и помощь. Александр вернулся в свой роскошный дом, но вместо того, чтобы продолжать поглощаться бизнесом, он стал активно участвовать в благотворительных проектах, помогая тем, кто действительно нуждался в помощи. Он открыл фонд для поддержки бездомных и малоимущих, а также начал помогать детям, как Томас, находить новые возможности для жизни. Александр часто вспоминал того мальчика, который без колебаний предложил помощь тому, кто, казалось, не был ему равен. Он понял, что истинное богатство – это не деньги, а способность делать добро и помогать другим, не ожидая ничего взамен.